Всем привет, с вами Торичан. Ребята, можете меня поздравить, впервые за почти 3 года пандемии я смогла выехать за пределы Японии. Да, кто-то уже почти 3 года хочет въехать в Японию, а мы, иностранцы, живущие в Японии, все никак не могли отсюда выехать, потому что после того, как началась пандемия коронавируса по всему миру, первым делом, что Япония сделала, это отрубила вообще все возможности сюда въехать вначале всем, и иностранцам, любым иностранцам, и туристам, и живущим в Японии иностранцам, и даже японцам. То есть какое-то время в Японию невозможно было въехать вообще никому, потому что японцы очень боялись, что начнется полный хаос. Еще раз уточню, Япония не пускала даже японцев и живущих в Японии иностранцев только первые, может быть, несколько месяцев в начале пандемии, то есть начало 2020 года, потому что потом на них, конечно же, посыпалось много жалоб со стороны как японцев, так и живущих в Японии иностранцев, что как это мы не можем въехать в нашу родную страну, где у нас и родственники живут, и есть своя недвижимость, дома, за которые мы платим все еще там аренду или кредит и так далее. Люди платили страховку месяцами и не могли въехать назад в Японию. Поэтому это длилось не все 3 года, а всего там пару месяцев вначале это было. Но все равно потом многие японцы, и я тоже, очень боялись выехать, потому что ты не знаешь, что внезапно может случиться и взбрести в голову нашему премьер-министру. У меня, конечно, есть рискованные друзья, кто выезжал за границу в первый год-два с начала пандемии, но вот я боялась, я вот такой вот трусишка, поэтому вот только сейчас, в мае 2022 года, я наконец-то решилась и смогла поехать за пределы Японии, чему я невероятно рада, но сегодня я расскажу вам, как мы чуть не застряли за границей, хотя я думала, что все уже хорошо. Кто следит за моим инстаграмом или моим японским влог-каналом, где есть русские субтитры, знает, что мы летали в Турцию. Я сняла несколько влогов, они будут на влог-канале, кому интересно, посмотрите, ссылки есть в описании. Здесь же я расскажу, как мы возвращались из Турции в Японию, и это был звездец полный. Я попытаюсь не материться в этом видео принципиально, но без матов очень тяжело обойтись. Серьезно. Для начала въехать в Турцию из Японии было очень просто, никаких проблем и ничего, в принципе, даже не требовалось. Мы 3 раза вакцинированы, и я, и Изми, Pfizer, по своему желанию, в Японии не заставляют вакцинироваться, и в Турцию не нужен нам был даже PCR-тест для въезда, у нас только... Когда мы садились на самолет из Японии в Турцию, спросили, есть ли у вас вакцинация. Когда мы прилетели в Турцию, у нас вообще ничего даже не спросили. Но на обратном пути в Японию нужно было очень много что заранее подготавливать, потому что у Японии все не как у других стран должно быть, конечно. Для начала, чтобы японцы и иностранцы, живущие в Японии, смогли вернуться из-за границы назад в Японию, нужен специальный японского формата PCR-тест. Да, Япония решила выделиться и ввести определенный специальный японский формат PCR-теста, который нигде в других странах не используют, только в Японии. Вот такой вот формат на японском и на английском написано, и нужен только он. И причем его особенность в том, что там нужен не только результат негатив, но и подпись врача и печать больницы, тоже, что не везде, конечно же, во всех странах делают. Кроме того, не только формат определенный нужен японский, но также не все виды PCR-теста Япония принимает. То есть есть несколько разных видов PCR-теста, и есть несколько разных видов, откуда можно брать слюну или что там они берут. То есть nasal swab, да, throat, saliva, короче, разные есть, откуда можно взять это для теста для начала. И также есть разные виды теста. Только некоторые виды из всех возможных видов PCR-теста Япония принимает. Поэтому первым делом нам нужно было найти в Турции больницу, которая в принципе может нам это сделать, потому что обычные лаборатории, где делают PCR-тест, у них определенный формат, для всех одинаковый, с QR-кодом, который работает везде, кроме Японии. Японцам QR-код не нужен, им нужна бумажечка с подписью врача. Короче, поэтому я по всей Турции искала нам больницу, которая может сделать именно вот такой подходящий для японцев
тест и заполнить нам эту определенную бумажечку. С этим PCR-тестом мы должны были вылетать из Турции, Анталия, до Истамбула, и из Истамбула уже в Токио. И тут начались проблемы. Когда мы садились на самолет из Анталии до Стамбула, мне говорят: мы не можем посадить вас на самолет до Токио, потому что у вас нету нужного PCR-теста. И я такая: у меня есть нужный PCR-тест, который требует Япония, вот он, нужный формат японский, и у меня, и у моего мужа. Они такие: ну что, не знаем, в Турции нужен QR-код именно, мы не можем вас без QR-кода садить на самолет. И я такая: как? В смысле? И, видимо, у меня был и японский формат, и турецкий формат с QR-кодом, и у Изами это все тоже есть, но именно свой листик с QR-кодом я где-то посеяла, поэтому я одна не могла сесть на самолет до Истамбула. А если бы я не смогла полететь до Истамбула и из Стамбула вылететь до Токио, то это минус $1000 как минимум из бюджета, потому что это то, сколько стоит долететь из Истамбула до Токио, в районе $1000. У меня паника, я начинаю плакать, когда все идет не по плану, паниковать, и уже проходит время, посадка начинается, к нам подходит девушка, которая с нами разговаривала, и говорит: так, мы вас можем посадить на самолет из Анталии до Стамбула, но вам нужно будет по прилету в Стамбул, у вас пересадка длительная, сделать там еще раз PCR-тест, чтобы у вас был QR-код, иначе вы не сможете полететь до Токио. Я такая: да-да, конечно, что угодно, пожалуйста, посадите нас. К счастью, мы смогли долететь до Стамбула, но, к сожалению, наш багаж отказались отправлять сразу до Токио, нам его до Стамбула только отправили, где мы должны были это все забирать, проходить еще раз через контроль. Первым делом, прилетев, я пошла, конечно же, узнавать у нашей авиалинии, нужно ли мне в реальности делать еще раз PCR-тест, чтобы у меня был QR-код, на что, видимо, они тоже не совсем понимают, что нужно, что нет. Они посмотрели на мой японский формат PCR-теста и сказали, что все подходит, нам не нужно ничего от вас, Япония не требует QR-код. И я такая: да. Мы благополучно получаем наши билеты до Токио, сдаем багаж и ждем посадку. Она начинается где-то минут за 40 до взлета. Начинается посадка, и в очереди, наверное, человека 3 не пустили на самолет, потому что у них проверяли PCR-тест, и он был не того формата, который требовала Япония. Причем из людей, кого не пустили на самолет, была одна молодая японка с маленьким грудным ребенком, наверное, меньше, чем полгода точно, на руках, одна без мужа, и ей персонал говорит, что у вас тест неподходящий для Японии, мы не можем вас посадить. И она такая: как? Мне сказали в больнице, что это подходящий для Японии формат. И ей говорят, типа: нет, мы ничего не знаем, мы не знаем эту вашу больницу, мы ничего не знаем, нам нужен японский формат, и все, типа, идите, сдавайте PCR-тест еще раз здесь, в Стамбульском аэропорту, и тест только через час-два результаты приходят, а уже посадка. И завтрашним рейсом вы летаете до Токио. Мамочка с ребенком одна. Просто ужас, мне так было и жалко, и мы такие: хорошо, что здесь хотя бы нам не отказали, и это все к тому, что вам могут сказать, когда дают билеты, что все хорошо, но они не разбираются до конца, что подходит, а что нет, поэтому если вы будете в Японии лететь, делайте именно японский формат. И, ребята, знаете, что самое смешное? Это еще не конец наших мучений, есть продолжение. Через 12 часов мы прилетаем в Токио, и нас не выпускают на паспортный контроль. Нам говорят: вот туда идите, в обратную сторону от паспортного контроля. И мы всей толпой из самолета идем. Минуту идем, 2 минуты идем, по моим ощущениям, мы шли минут, наверное, 5 по длинному коридору, где, когда ты поворачиваешь, есть только один вариант, куда повернуть. Ни лево, ни право, вот только налево, допустим, вы поворачиваете. И на каждом углу стоит японский дядечка, как охранник, стоит и махает рукой вот так вот: сюда поворачивайте, проходите. Хотя больше других вариантов, куда повернуть, нет. Я так с тобой смеялась, говорю, в Турции там один человек всех проверяет: пошли, а в Японии на каждом углу должны поставить дедулю-охранника, который будет вот так вот махать рукой, как будто мы стадо баранов, кто не знает, что надо повернуть вот здесь, когда там стена, да?
Просто я шла, меня уже после 12-часового перелета так перло, но это еще не все. Минут 5 мы идем по коридору, доходим до... Стоят столики, где сидят японочки, и говорят нам: вот вам бумажка, напишите на ней, пожалуйста, ваше имя, фамилия и подпись, сегодняшнюю дату, подпись. Окей. И дают тебе эту бумажку, говорят: идите дальше. Снова стоят столики, нужно эту бумажку показать, и плюс показать приложение специальное, которое ты должен был до этого скачать. Кстати, я забыла сказать, что Япония также требует закачать в свой телефон несколько приложений, которые как анкета, ты заполняешь анкету, имя, номер паспорта, туда же фотографируешь свой PCR-тест и там вакцинации твои там же зарегистрированы, то есть есть приложение вот такое, как анкета, также есть приложение для отслеживания твоих перемещений по Японии, и там еще одно какое-то, то есть есть несколько приложений, которые нужно заранее было скачать, все заполнить заранее. Если ты заранее не сделал, то нужно это делать по прилету, то есть у нас это все было заполнено, и мы показали им QR-код в приложении, который там отсканировали, и могли идти дальше. Снова идем по коридору длинному, поворачиваем на всех поворотах, как нам говорят дедульки японские, доходим до как такой зал, где нам выдают всем тюбики, такие как тюбики пластмассовые с воронкой, знаете, такая как воронка, как заливать вино в бутылку, если переливать. Вот, такие вот маленькие тюбики выдают нам всем, с номерками на них приклеенными, и говорят: идите вон туда, а там такие как пластиковые коробки, ограждения пластиковые, и плюйте, пожалуйста, в эти тюбики, до определенной линии нужно доплевать. Идем вместе в эту пластмассовую коробку, стоим, плюем в эти тюбики, просто себе воды нельзя пить, написано, ни воду нельзя, ни есть нельзя, в туалет тоже нигде не было туалета, куда можно было пойти, и мы после 12-часового перелета такие... Хватает, еще нет, нужно еще до линии доплевать. Плюем, доплевали, у нас у всех забирают тюбики, проверяют, хватает ли ваши слюны, и мне сказали: вы как-то не доплевали, но думаем, будет нормально, мы надеемся, все будет нормально. Мы такие: да-да, идем, сдаем эти тюбики, нам дают номерочек, и мы идем дальше. Приходим в место, где ожидание места, к нам ко всем подходит еще один персонал и говорит: покажите свой телефон. Мне нужно проверить, все ли приложения у вас установлены, и также он нам говорил, чтобы мы в сеттинг, в настройках телефона включали оповещения, чтобы нам приходили все оповещения из этих приложений. То есть он ходил, контролировал у всех, сколько там человек в самолете, там их немало, он у всех ходил, контролировал, включены ли в настройках нужные функции в этом приложении. Вот, когда все это мы закончили, дальше мы ждали, пока на мониторе, на экране наш номерочек высветится. То есть мы не зря сдавали слюну, это PCR-тест, тоже еще один, да. По прилету в Японию вы должны вот на данный момент еще раз сдавать PCR-тест, не только до вылета, но и по прилету в Японию плевать в тюбик и сдавать PCR-тест. И вот нужно потом еще ждать, пока они результаты выдадут, и они пишут на экране номер ваш. Мы ждали, наверное, минут 30, кстати, я думала, будет еще дольше. И высветился наш номер, мы становимся в очередь, потому что ты не сразу получаешь ответ, там еще очередь тех, у кого высветился номер. Доходит наша очередь, мы подходим к окошку, где сидят тоже персонал, и они всем выдают бумажечки, что вы негативный тест у вас. Не было, я не видела тех, у кого был бы позитивный результат, но вот у нас был негативный, и только дальше вы выходите и можете идти проверять бумажку, это у вас еще раз, и только тогда вы можете идти на паспортный контроль и забирать свой багаж. Мы прилетели в 7:30, у нас последний поезд был в 11, к счастью, мы закончили в 9:30, 10. И, наверное, еще на контрасте с Турцией, где все более просто, где все более быстро, скажем так, хотя там намного больше людей было, чем в Токио, в аэропорту, на контрасте с Турцией все это смотрелось настолько... Зачем? Зачем вы так? Зачем вы перегибаете палку? Но японцы это любят, так что если вы собираетесь в Японию лететь сейчас, то знаете, что это то, через что вам придется пройти.
было весело. Хороший экспириенс. Я надеюсь, что они это прекратят до августа хотя бы. И хочу заметить, нам еще повезло, что у нас 3 вакцинации, что Япония требует, чтобы вы не должны были сидеть в отеле, потому что есть все еще список стран, после которых Япония требует, чтобы вы сидели в карантине в отеле, если у вас нету 3 вакцинаций. То есть вылететь вы можете в Японию, но потом вы еще должны 3 дня, неделю, сколько им захочется, сидеть в отеле на карантине. Это был наш очень длительный процесс по возвращению в Японию. Расскажите мне, как в других странах, куда вы ездили, как проходит весь этот процесс въезда, влета в другие страны. Мне будет интересно сравнить. Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!